Сегодня 28 января, а это значит, что у Дина день рождения. Пойдемте будить его. У моего зайчика день рождения, у моего зайчика день рождения, день рождения. Ой, Дин, скажи, поздравляю тебя. Поздравляю тебя, зая. Где подарки? Подарки у нас сегодня ты выбираешь сам. Ну нормально сказать. Я надеюсь, будет 36 подарков или 37? В прошлом году сколько было? 36. Значит, будет 37. Ну хорошо. Ну хотя нет, 37 у тебя Джей. Что-то так не хочется вставать никуда. А на морешко пойдем? Гулять пойдем на море? О, на море пошли. Пошли, зайка. Поехали, тебе подарочков купим. Джея взяли с собой, потому что ему нужно дождевичок найти, подобрать. Поехали, пап, сколько ждать? Поехали, малыш. Все. Дин чуть-чуть нервничает, потому что зоомагазин ветеринарки находится, скажу. Нравится? Осьминог точно нравится, надо брать. Да? Берем? Октопуса берем, скажу. Еще что? Еще что? А мне можно выбрать, скажу? И тебе можно. Это же нравится. А такая? Ой, кайф. Нет. Нет, не нравится? Ну, надо взять. Смотри, а рыбка? Ой, скажи. Тебе нравится, да? Да. Мне очень нравится. Да, пойдет. Джей, Джей, повернись. Ну хорошо смотрится, малыш. Красивенький. Красная шапочка все твоя хорошо пойдет. А этот еще что-то выбирает. Слушай, как ему нравится этот? Тебе же он так не нравился в прошлый раз. Дин, ну пожалуйста, Дин. Ну, Дин, ну дай игрушку. Спасибо. Игрушки, конечно, достаточно дорогие. Действительно, купили сейчас сколько? 5 игрушек, наверное, на 42 евро. То есть, ну, приличная ценник, конечно. Все. Все нормально, жить можно. А, еще же и кофту Джею купили, так что, получается, 32 евро потратили на игрушки. Ничего себе, Дин, ты ее дербанишь. У тебя там как дела? Мам, где игрули? Мам, где игрули? Целая миссия. Мам, где игрули? О, слава богу. Берите. Дин, ты такой жадный? Джей, забирай. Мам, дай другую, наверное. Забирай. А, вот это все-таки забрал, да? Своего не упустишь ты, малый, а? Ну, а пока пацаны развлекаются с игрушками, мы сходим искупаемся. А то что за дела? 28 января у нас еще не открыт купальный сезон. Что, Димон, будем купаться? Конечно. Пора уже открывать. Я зачем сюда приехал вообще? Пора уже купальный сезон открывать. Ну, вообще надо было еще 1 января открыть его, но... Ну, я в тот день болел. Мне вообще плохо было. Чё, скажи, отстаете? Бегом на море. Да, зайка? Я вообще не понял, что такое. Я уже был на море сегодня. Странно. Что-то моя решимость уже не так сильна, потому что за то время, что мы ездили в магазин за игрушками пацанам, поднялся ветерок. И это уже совсем другой разговор. А моя решимость все такая же. Пацаны. Ой, какая игруля, скажи, крутая, вообще. Слушай, да ты киберпанк. Вообще. Что так гавкать, а? Димон вообще не ждет своего напарника. А, конечно, немножко привыкнуть. Сейчас. Ну что, ты ныряешь? Что, надо нырнуть, да? Ну, конечно, я... Ну, так нормально. Нет. Я один только согревать. Вы не планируете выходить? Пока нет. 2 minutes later. Я думаю, пора выходить, да? Да. 3 минуты 20 секунд. А что, даже фоточку в Инстаграм не запилите?
Месси, котенок? Да ты молодец, молодец, молодец! Отлично! Здорово! А вообще мы с Димой плавали весь декабрь, Дима даже больше, чем я плавал. И интерес к этому, к плаванию в холодной воде у нас вызвал фильм документальный на Netflix «Мой учитель осьминог». Посмотрите, очень рекомендую, просто меняет представление. Очень, короче, рекомендую, посмотрите. Что, Дима, оно того стоило? Однозначно, да. Необычное ощущение от купания в такой холодной воде. Что-то в этом есть. Ну, вообще вода еще достаточно теплая, температура где-то плюс от 13 до 15 градусов по Цельсию. 15 вряд ли, наверное, градусов 13-14. Дин не делится с тобой игрушками, да? Нет кусков. Ну Мне ладно, надо в следующий брать раз возьмем свою. тебе свою игрушку. Какие у тебя уши смешные. Хорошо, что я голову не намочил. Ладно, надо идти домой пить горячий чай. Но мне, конечно, чуть проще было, потому что у меня плавательный костюм утепленный, да, торс, а Дима вообще голый плавал. Просто сумасшедший какой-то вообще. Выпилите его. Нашел кучу пакетов. Дима просто хочет себе русалку найти. Вот голый плавает. А нашел только кучу пакетов. Хотя я уже кого угодно готов найти, честно. Так, пришло время контрольных замеров. Уже, наверное, неделя прошла примерно от нашего похудания. Ну, посмотрим. 6,6. Мне кажется, что я уверенно иду к победе. Сегодня потеплело, на улице плюс 16, яркое солнце. Сегодня суббота, и весь народ вывалил на улице. И такое ощущение, что никакого ковида никогда и не было. Такой кайф. Смотрите, сколько людей гуляют, улыбаются, радуются жизни. Это кайф. Ну все, мы немножко подкрепились и теперь отправляемся в новый жиросжигательный поход. Сегодня посмотрим аквапарк Будвы. Он закрыт, но мы посмотрим, как он выглядит, и, возможно, что-нибудь снимем с дрона. Вообще, кстати, по официальной статистике количество кейсов у нас уменьшается по коронавирусу. Когда мы сюда приехали, было 10 тысяч больных в стране. Сейчас что-то около 7 тысяч. И кайф. Ну а меры у нас не очень жесткие, да? Отличные у нас меры. По сравнению с остальными, так вообще огонь. Не, ну в России-то вообще, я так понимаю, что кроме масок и перчаток ничего нету. Ну так же, как у нас здесь. Ну, комендантский час еще. Отель Москва. Именно отсюда начались наши приключения в Черногории больше года назад. Да, любимая? Скучаешь? Вообще за это лето, которое мы провели дома в Ростове, настолько ничего интересного не произошло, что иногда у меня вообще есть ощущение, что мы отсюда-то и не уезжали. Что мы уже, получается, больше года здесь. Дурацкое лето 2020 года. Вон он, аквапарк на горе. Но не так высоко, как я думал. Когда идешь, тогда и умничаешь. А мне кажется, что мне не хватит калорий. Какие интересные у местных дворы. Вообще с моей нынешней целью 1200 килокалорий в день не хватает. Просто прогулок по городу. Нужно ходить именно в гору. Смотрите, сегодня 30 января. А у нас уже мимоза зацвела. Дома обычно на 8 марта мимозу дарят. Вообще так и не скажешь, что Будва — это крошечный городок, в котором живет всего 10 тысяч человек. Потому что я думаю, что в туристический сезон он может 1100 принять в себя. Поэтому и выглядит так масштабно. Высокие отели, большие здания. И почти все совершенно пустые сейчас зимой. Не очень хороший пешеходный маршрут, потому что идти приходится по дороге. Нет никаких, видите, тротуаров. Ну, уже пройдем до конца, раз начали. Погодка прям радует, конечно. Давно такого не было, наверное. Где-то с 20-х чисел декабря, да? Дорогу осилит идущий. Еще выглядит все заброшенным, да? Он, скорее всего, летом даже не открывался. Неплохие горки. Вот там, вот вдалеке на горе, сейчас стоят два человека возле каких-то руин. Посмотрим, можно ли до туда дойти. Мне кажется, там даже поинтереснее будет, чем здесь. Да, мы сейчас обходим вот так вот аквапарк. И вот туда будет тропинка. Пошлите, мне кажется, оттуда будет шикарный вид как на Будву, так и на аквапарк. Потому что здесь я не смогу взлететь, здесь линии электропередач. Могут давать наводки и теряться связь с дроном. Слушайте, это самый ленивый аквапарк, который я видел. Посмотрите, он работает с 11 до 18. С июля по август. С июня по сентябрь.
Я же вам рассказывал уже про Полако. Да, горки очень даже. Непонятно только, почему все белые, как-то не празднично это выглядит. Ир, так хочешь в аквапарк пробиться? Пустите. Бассейн с волногенератором. Обожаю их. И смотрите, какое огромное лежбище для морских тюленчиков. А? Он правда, скорее всего, не работал, потому что трава, видишь, она сухая, то есть ее никто не вырывал, то есть он вообще весь год простоял. То есть за Офигеть, реально, я думаю, что все. Его теперь за долги будут выкупать. Сколько, конечно, бизнесов, да, ковид убил. Чудовищно просто. Насколько мы поняли, по вот этой дороге можно уйти в Котор. А по вот этой на те развалины. Туда сходим и чуть-чуть пройдем, может там вид какой-нибудь. Да, давай, пошли. На обратном пути. Ага. Да, похоже, это никакие не исторические развалины, а современные от строительства аквапарка. Но это не отменяет того факта, что вид шикарный. Да, смотрите, какое место романтичное. Вон столик есть, костерочек, и вид шикарный. Ночью, я думаю, здесь еще красивее. Вообще из-за того, что он все горки белые, с дрона вообще некрасиво смотрится. Обидно. Вон, смотрите, отсюда хороший вид. Вот этой дороги мы всегда ездим в Котор и туда, в Бока-Которку. Вот по соседству с таким прекрасным видом, посмотрите, сколько мусора. Устроили свалку. Я сам не проверял, но Сокол нам во время Визарана говорил, что в Конституции Черногории написано, что они экологическая страна. В этом мы с ними очень похожи. У нас в Конституции тоже много чего написано. Но, честно говоря, не густо. Всего 388 калорий за эту проходку. Вот опять мусорка. То есть только где красивый вид, там сразу мусорка. Откуда дровишки? Из леса вестимо. Отец, слышишь, рубит? А я отвожу. Вот, кстати, великолепные новости приходят из России. Генпрокуратура заблокировала сайт платежной системы Payoneer, через который мы получаем деньги со стоков. То есть мы получаем деньги со стоков на Payoneer, потом переводим их на ИП, платим все налоги, все как надо. Но теперь эта платежная система вне закона. Круто, да? Самое интересное, что заблокирован именно сайт. То есть сама возможность перевода денег на счета российских карт и индивидуальных предпринимателей сохранена. Но сайт они блокируют. Но это только первый шажочек, я думаю. Самое интересное, что он теперь все данные пользователю предоставляет. Так же, как PayPal. То есть разницы между PayPal и Payoneer нет никакой. Только ты выбираешь, через что тебе получать деньги. Короче, ничего нового. Продолжается закручивание гаек. Развивают малый бизнес. 1447 килокалорий сожжено во время тренировки. Неплохо. А Ира занимается скорочтением. Учится скорочтению и суперпамяти. Скорочтение вроде получается, а вот суперпамять не. Это не ее. Димон, ты что, хлеб ешь? Почти. Садились. Ну да, она хлебная. Ты же худеешь. Да, и слаба. Давайте сделаем ставки. Насколько похудел Дима? Похудел, Похудел. Ну, на килограммчик, может быть. Вот Джей сегодня ответственное задание. Джей, что я еду сдавать титры на бешенство. Да, зайка? Все, коза. Титры сдал, можно играть. Новый игрулей. Мои собственные леса, скажите. Я поймал лесу. Ты такой крутой, Джей. Даже не пискнул. Может быть, и пискнул, просто дверь была закрыта. Да, скажите, если бы я пискнул, все бы услышали. Ты такой смелый. Что, любимая, я смотрю, погода наладилась уже.
Наконец-то. Наконец-то можно теперь шагать свои шаги. Да. У нас еще есть шансы. Давай. Левой. Левой. У нас еще есть шансы провести следующий месяц с кофе. Я, кстати, постригся. Но это все было в другом видеоролике. Пришлось разделить ролики, потому что в том ролике было совсем не про это, про то, как мы праздновали 1 миллион подписчиков на нашем канале, про то, как мы снимали видео про шахматы, и оно слабо клеилось с нашим похудением. Пришлось вот так разделить все на 2 части. У нас осталось чуть больше недели, и мы шагаем. Сегодня мы пойдем вдоль моря, вот туда, к острову Святого Стефана. Это очень известное место в Черногории. Здесь на этом острове останавливаются самые известные личности, если приезжают сюда. Там Брэд Питт и Сильвестр Сталлоне. Но самое главное, именно там жил Владимир Семенович Высоцкий, когда снимался здесь, на территории бывшей Югославии, в кино. Смотрите, уже свежие листики. Красота. И частично наш сегодняшний маршрут пройдет по местам нашей боевой славы, где в том году мы снимали одно из моих любимых видео, мексиканскую историю любви. Как долго мы искали эти кактусы. Помнишь, как мы эти кактусы искали? Да, я помню, как ты составил стратег-план около одного, а дальше была нормальная полянка. Да. Тоже знал. Сейчас я вам расскажу настоящую детективную историю про вот такие дырявые камни. Посмотрите, сколько их здесь. Мы с Ирой обнаружили их на другом пляже еще достаточно давно, но издалека не могли понять. Мы их увидели в воде. Почему они дырявые, почему дырочки такие ровные. Пока не пришли вот на это место и не нашли эти камни вот в свободном доступе. Смотрите. Смотрите, это моллюски. Видите, ракушечки. И это они проделывают такие дырки. Мы начали гуглить и выяснили, что есть целый отряд таких моллюсков, называется камнеточцы. И они выделяют специальный кислый секрет, который разъедает известковые породы, а потом своим панцирем вбуравливается туда. У него такие 2 створки, и я не знаю, честно говоря, как они это делают, но просто умопомрачительные факты. В простонародье их называют морские финики. Посмотрите, они действительно очень похожи на косточку финика. Вот так вот они берут и буравятся внутрь камня. А теперь жизненная мудрость. Если вы плохо учите в школе биологию, химию и физику, то каждый день будет для вас наполнен вот такими маленькими открытиями. А сейчас мы идем вот в тот тоннель. Выглядит страшно. Тебе страшно? Да. Что-то, честно говоря, с солнца заходишь, аж голова кружится немного. Смотрите, он, получается, прорублен в скале и вот так вот обделан бетоном. Просто наляпано как-то. Арматура хоть есть? Да. Да, вот арматура, видите? Металлическая арматура. Угу. Надеюсь, не провалится, пока мы здесь. Это неприятно, смотрите, водичка капает. Интересно, это на целостность как-то сказывается, нет? Слушайте, правда, свет в конце тоннеля. На камере такой белый пересвет. Там врата. И вот так, с помощью этого тоннеля, мы очень быстро оказались на пляже Каменова. Именно здесь мы снимали нашу мексиканскую историю любви частично. Смотрите, вода какая бирюзовая. Кайф. Прозрачная, чистая. Опустите меня в воду. Иди. Нет. Смотрите, а до Святи Стефана уже не так далеко. Хотя казалось какая-то бесконечность, да, любимая? Да. Сколько мы, 26 минут всего идем? Да. Прикол. Вот здесь мы снимали сцены, барная сцена мексиканской истории любви. Нас, собственно, зацепила эти барная стойка вот этого желтого цвета. Но я даже не помню, попадала ли она в кадр или нет. Вообще уже очень скоро, где-то летом, ну а посчитать, когда примерно у нас будет 200 видеороликов, которые мы сняли. Не все, к сожалению, у нас выложены на Первом канале, потому что нам пришлось все супергеройские видео удалить из-за претензий правообладателей. Вот, ну, думаю, 175 роликов где-то выложено на канале, может быть даже больше. Кайф, конечно, большая работа уже проделана.
Вот он тот самый кактус, который мы нашли в прошлый раз. Подходим к нему, я говорю, вау, кактус, мы вот здесь снимем весь ролик, все будет круто. А потом мы прошли чуть дальше, и что мы там нашли? Много кактусов. Много кактусов, пошли искать. А потом мы идем чуть дальше, а здесь вот такие заросли кактусов. Смотрите. Кайф. А вот здесь мы снимали, да? Да, вот здесь снимали обложку, Ага. а вот туда убегали мы. Да, крутое очень место, очень крутое. Нам Дима тут рассказал, куда идти, где можно срезать, потому что он вот здесь завсегда-то этих мест. Сейчас посмотрим. Мы ищем каменный мост. Что, колется еще? Ну, конечно, у Димы с масштабами какая-то беда. Это не похоже на мост. Это похоже на мостик. Мостичек. Надеюсь, он не хотел от нас избавиться, не завел непонятно куда. Ага. И что, он, думаешь, сам ролики будет снимать? Селенок еще маловато. Да, я тоже так думаю. Смотрите, а это оливки или маслины, какие прикольные деревья. Как будто много-много деревьев спутались в одно, да? Кайф. Они, наверное, видишь, как кустарниками сначала, а потом реально сплетаются и больше видно. Не знаю. Не знаю, ты же ботаник у меня, нет? Я биолог. Биолог, точно. Ты пишешь биографии. Ну, к сожалению, все равно часть маршрута придется проделать вдоль дороги. Не кайф. Было бы круто, что прямо от Будвы до самого Свете Стефана можно было пройти. Так. Свете Стефан. То есть нам куда-то туда и направо. Пошли. Свете Стефан. Я так понимаю, что он прямо за вот этим мысом. Почему вот здесь гуляем первый раз? Прикольно. Что-то новенькое. Смотрите, какой красивый особнячок. Вот таком можно было бы крутые ролики снимать. Именно во дворе. Кайф. Это темпы строительства, конечно, безумные, да? Вообще. То есть, несмотря на пандемию, строят везде. Интересно, будет в этом году сезон или нет? Маленький. Причем такие огромные, да? Да, отель огромная. Ну да, охренеть, вот такие вот, видите, здоровенные махины строят. Какой кайф, зашли вот подальше в парк. Здесь такая тишина. Такое ощущение, что наушники с шумоподавлением одел. Кайф. Вообще парк вот этот шикарный. Но единственный момент, от Будвы сюда идти достаточно далеко. И часть маршрута, видите, через дорогу, через поселок. Не прикольно. Сделали бы какой-то вот, я говорю, вдоль моря тоннели, чтобы сюда прямо можно было выйти, и было бы идеально. А вот это немного неожиданно. Что? Ну, смотрите, вон там еще коровки. Отжали себе парк. А еще очень интересно, в Черногории вот так вот до сих пор крепят на столбы некрологи. И люди действительно подходят, читают их, смотрят. Интересная традиция. Конечно, богатая у людей фантазия. Отель Свете Стефан на острове Свете Стефан в городе Свете Стефан. Вот этот пляж общественный, а с обратной стороны острова специально для гостей. Смотрите, здесь на пляже песок, камни с розовым отливом. Да, очень много розоватых камней. Прикольно. Вообще, да, песочек, конечно, красивый. Особенно вот там, где он намок. Прям розовый-розовый. В общем, вариантов нет, чтобы посмотреть его как следует, надо выпускать кракена.
В общем, на мой вкус, самые красивые кадры получились вот именно когда на самый верх поднялся, там я 500 примерно метров. Вот там было классно. А с боков, ну, ничего особенного. Вот в этом отеле очень дорогие номера. Там самый дорогой номер в прошлом году, в 2020 году, когда, то есть, не было туристического сезона, стоил $6500. Охренеть просто. И я вообще не понимаю, ну, что там такого может быть. Мне кажется, гораздо удобнее было бы остановиться в Будве, в том же самом Дукле. И гораздо дешевле, и вид лучше, и все лучше. Я бы на эти деньги лучше новую камеру бы купил. Или объектив. Домой идем каким-то новым совершенно маршрутом. Вдоль моря. Оказывается, он здесь есть. И хочется поделиться с вами одной жизненной мудростью. Самый быстрый и самый короткий путь – тот, который ты знаешь. Так что, надеюсь, мы доберемся домой сегодня. Посмотрите, какая офигенная пещера. Это даже не пещера, это тоннельчик. Очень невысокий тоннельчик. Отсюда, видите, вид на Свете Стефан тоже опять. Это что-то вроде бухточки. Отсюда можно было летать, было бы удобно. Ну ладно уже. Пошли. Если так в бурю засыпало. Да, это как шторм был. Ага. И засыпало вот так вот. Теперь стало низко. Солнышко садится, надо уже домой, любимая, бежать. Неплохо прогулялись. Я думаю, что если погода не испортится, и мы продолжим так много гулять и двигаться, то мы однозначно выиграем в этом челлендже и будем весь следующий месяц пить кофе. Ого, привет! Скучали? Вы так скучали? Да, пацаны, так скучали вообще. О, ну все, все. Ну что, вот и настал день X. Столько счастливых лиц вокруг. Ир, ты веришь в победу? Я всегда верю в победу. Я же отличница. Что, приступим? 65,9. И что это значит? Была 66,9. Килограмм 1. Полтора, минус 500 грамм, конечно. Минус 1,5 килограмма. Люба, сдай кофе. Сдай кофе. Люба не сделала даже 50%. Слабое звено. Следующий участник. Надо выдохнуть или вдохнуть? Я не знаю. Очки, да. Выфик. Да? Поздравляю! Сколько весишь? 67,9. 61,9. Ты что, 67? А, 67,9. 67,9. 61,9, я буду... Подожди, 67,9 было 72. Ага, Ну да. 4,68 должно весить. Да, не сделала. 72 минус 4. 68, она 67,9. Да, молодец. Поздравляю! С тобой... Молодец! А если снять майку? Прикол! Ты так взвешивала, тут все нечего, наверное, лежит. Круто! Молодец, давай ты. Пау, 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 пау. Теперь моя очередь. Пожалуйста, пожалуйста, я очень люблю кофе, пожалуйста, пожалуйста. Ты что, носки не снял? $5,7 килограмма. Этого недостаточно. Мы суммарно все скинули, сколько тебе надо. Ну, потому что нечего было 10 килограмм ставить. Конечно, это было очень много и нереально. Для меня это было нормально. Джей, иди спасай папочку. Папа, у тебя есть еще одна меня снимай. Меня снимай, моя минута славы. Думаешь, что философ. А ты всегда философ выглядишь, да? Всегда философ выглядишь. Да, смотрите, какой я красивый. Красивый. Ну и последнее на взвешивание Дима. У него было 85,4 килограмма.
Давай, Димон, Я давай. худел. Ага, давай. В моих руках. 85,8. Вот мы наконец-то и выяснили, кто среди нас самое слабое звено. Прощайте. Прощайте. Вкусно? Божественно. Дай понюхать. Повезло, что в феврале мало дней. В общем, я считаю, все равно челлендж был успешным. А вы пока подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дальше будет интереснее. Вкусный кофе. Вкуснее, чем вчера. Да, Ну что, когда в следующий раз мы попьем кофе? 21 марта.